А вот что вы вообще Российский. скажете, Исаил, по поводу вообще сейчас состояния альпинизма во всем мире? Есть ли к нему интерес или он угасает? Это? Раньше альпинисты, ну, не секрет, там где-то в 60-х годах там физики, альпинисты и так далее, вот это, да, там фильм «Вертикаль», да, там песни Высоцкого и так далее, это был стиль жизни, это была такая, что ли, если ты принадлежал к этой касте альпинистов, ты уже, на тебя девушки смотрели с таким с трепетом. Есть ли это сейчас вообще какая-то такая аура осталась или нет? И вообще за счет чего сейчас это держится? Ну, конечно, осталось. Если Роман Абрамович пытается взойти на Килиманджаро, значит, в этом что-то есть. Я думаю, что интерес к горам никогда не угаснет. Один из легендарных рыцарей альпинизма, Джордж Мэлори, красивее всех ответил на вопрос стандартный, почему вы ходите в горы. Он сделал одним из первых, но сделал это исключительно. На вопрос, почему вы ходите в горы, он отвечал просто, потому что они есть. То есть невозможно не ходить. Можете по-любому, по сложному маршруту, по несложному, можете просто где-то в базовом лагере сидеть, лицезреть, но что-то в горах есть, тянет. Я думаю, что может не так популярно, скажем, как в 70-е годы, когда там по Советскому Союзу можно было насчитать 300 тысяч занимающихся, это огромная цифра. Может, сейчас таких цифр мы не покажем нигде, потому что мы не вместе. Но, скажем так, интерес не угасает. Единственное, что альпинизм постоянно трансформируется. То есть тот же «Золотой ледоруб», ежегодно присуждаемый за лучшее восхождение, он идет по пути того, что все, скажем так, восхождение, стилистика восхождения меняется. То есть если раньше мог превалировать так называемый осадный тип, когда выезжали большие команды, осаждали долго гору, восходили, там, тратили время, то сейчас стало гораздо сложнее. Превалирует так называемый альпийский стиль, когда восхождения на очень сложные вершины осуществляются просто одним касанием, в один выход с минимальным количеством снаряжения, что, конечно, за собой постепенно влечет некую, двигает все дальше и дальше горизонт, но, тем не менее, становится все более и более опасным и требует наибольшего мастерства от восходителей. Вообще, вот проблема безопасности в восхождениях в альпинизме, она очень серьезная. И в свое время очень много, в том числе там в таких достаточно популярных изданиях, обсуждалась тема так называемого особого менталитета альпинистов, и то, что там кто-то из альпинистов сказал, что после 6000 метров обычная... После 8. После 8. Хорошо, после 8. Хотя там, по-моему, 6. После 8. После 8000 там этические нормы, они отходят на задний план. И очень долго дискутировалось это. Возможно ли в 21 веке вот такой подход, и зависят ли человеческие этические нормы от метража и так далее. Вот как вы на это смотрите? Виной всему Эверест, на самом деле, сумасшествие, которое вокруг этого. Мы уже говорили, не хочу обидеть почтальонов и не японцев, но о том, что для обывателя изначально вот элитарность некая была, и можно было по пальцам пересчитать восходителей на Эверест. Но в 90-е годы началось действительно сумасшествие, когда просто люди готовы были платить, и до сих пор готовы платить очень серьезные деньги. Суммы доходят до 60, до 80 тысяч долларов с клиента за одно восхождение. Это большие деньги. И когда Эверест начал заполняться людьми, которые жаждут вершины, но не совсем понимают, где они оказались, что им делать, и что им делать, если что-то случится, то это неминуемо приводит к каким-то проблемам. Правда, бывают случаи, когда очень сильные альпинисты, физиологически не пускает его в высоту. Он прекрасно работает на высоте 5-6 тысяч метров, проходит серьезные стены, простой классический маршрут на Эвересте не дается, он чернеет просто, его не пускает высота, очень тяжело. Такие случаи бывают, но редки. Как правило, погибают люди, в основном, скажем, на Эвересте. Если мы говорим о смертности, на Эвересте, то в основном погибают
непрофессиональные альпинисты, зачастую погибают не на подъеме, а на спуске. Очень часто бывают проблемы со здоровьем, которые обостряются ураганно на высоте, потому что никто, скажем, сейчас тела не снимаются, и доскональный анализ не могут провести медики, сказать, от чего умер человек, но предположительно, там говорят, что это ураганный отек легких, мозга и так далее. И вот вопрос этики, он всплыл именно в конце 90-х, в начале 2000-х годов. Да. Почему? Потому что бывали случаи, когда альпинисты шли вверх на Эверест и видели умирающего человека. А в Советском Союзе вопрос решался бы однозначно. Экспедиция останавливается, человек эвакуируется. Но тут вступают другие механизмы. 60 тысяч, 80 тысяч я заплатил, у меня силы идти только самому, а зачем я должен кого-то спускать и так далее. Там, в общем, это какие-то вещи, которые, скажем так, сейчас невозможны. Дискутируют на эту тему много, но впрямую вот обвинить, сказать, что ты должен был так сделать, никто не может на себя взять такую ответственность, потому что есть такая вещь, как коммерческие экспедиции с лидерами и так далее. Иногда и лидеры сами случаи были, когда погибали вместе с клиентами. Много всякого было. Но вот проблема в том, что человек для себя должен решить, что ему важнее, вершина или оказание помощи. Я сталкивался с случаями, когда, правда, шли вниз люди, когда, несмотря на то, что у них, они шли уже все на, скажем так, даже не благодаря физическим, каким-то морально-волевым качествам, видя о том, как умирает человек, они просто, забыв все про свою усталость, брали и спускали человека вниз. Скажем, напарник мой, Сергей Кафанов, в 2007 году так спас на Эвересте итальянца, которого оставили свои, собственно говоря, умирать на высоте около 8400 метров. Случаи такие, скажем, и когда люди оставляют, иногда, когда просто фотографируются рядом с умирающим человеком, проходят, такие бывают. Ну, японцы отличились несколько раз, писали о них в прессе, на турецкую экспедицию тоже были, скажем так, нарекания, что не оказали помощь. Но окончательно осудить, что-то сделать, это уже... То есть вы правильно сказали, кто-то сказал, что выше 8000 метров действуют совсем другие законы. Да, нет, это было вот прямо сказано. Так, наверное, находясь вот сейчас там примерно на уровне моря, трудно об этом говорить, не берусь, правда, судить и так далее. Конечно, для человека, который там находится урбанизированный и сам со своей психологией, трудно понять, как это может происходить. Но для этого, наверное, там высота, там не всегда бывают люди адекватные в принятии решений. В том-то и дело. Трудно об этом говорить. Наверное, все-таки должен быть закаленный человек. В любом случае, наверное, надо это оставить, эту дискуссию людям, которые понимают, о чем они говорят. Сергей, наверное, последний вопрос будет у меня к вам. Это по поводу, вот вы сказали, что живем мы уже не в одной стране, хотя связи эти остаются и так далее. Вот сейчас, насколько эти связи, ну, часто там на просторах СНГ, на просторах бывшего Советского Союза, насколько связи альпинистов остаются крепкими, насколько они все-таки объединены вместе, там планируется что-то вместе и так далее? Мы очень интернациональны, мы уже об этом говорили. Я не знаю другого такого спорта, где такой интернационализм в составе одной команды возможен. Связи у нас не нарушаются, а только укрепляются. Скажем, я вот планирую сейчас в ближайшее время летом съездить в Грузию. Там, соответственно, со своими грузинскими друзьями обязательно куда-то должен сходить. Если я куда-то там собираюсь, то я заранее все планирую, стараюсь договариваться, мало того, стараюсь кого-то приглашать. Это если говорить об индивидуальных каких-то историях. Но с точки зрения профессиональной, сейчас есть такой тренд. Уже 2 года проходит саммит президентов Федерации бывшего Советского Союза. Началась инициатива, принадлежит россиянам, президенту Российской Федерации Андрею Волкову.
мы собираемся и все-таки стараемся договориться между собой, по каким правилам мы будем жить все-таки. Когда-то мы представляли единое пространство, сейчас мы уже не являемся таковым, но альпинизм дает нам возможности для совместных проектов не только с точки зрения спортивных восхождений, но и, скажем так, осваивания гор, классификации маршрутов, совместных прохождений каких-то маршрутов, изучения и развития каких-то регионов, проведения большого количества соревнований. Сейчас хорошие тандемы образуются. В этом году мы очень хорошо провели, благодаря нашим российским партнерам, мы осуществили подготовку своих людей, своих спортсменов в такой дисциплине, как ледолазание, которое вошло в олимпийскую семью. И мы надеемся, что Россия является безусловным лидером мировым в области скоростного ледолазания. То есть равных российским спортсменам в скорости нет. В дисциплине сложность, да, там есть конкуренция, призовые места у россиян, но там сильные корейцы, и швейцарцы очень хорошо выступают, австрийцы, вернее, хорошо выступают, но в скорости россияне никому не отдают место, и мы надеемся, вот наши совместные усилия, мы очень тесно сотрудничаем между собой и работаем над тем, чтобы ледолазание вошло в культурную программу Олимпийских игр в Сочи. Это вот проект, над которым мы сейчас совместно все работаем. Для нас важна идея, и неважно из какой-то страны, каждый из нас старается по максимуму внести свою лепту, оказать помощь сейчас российской стороне для того, чтобы это прошло. Сейчас альпинизму в этом году уделилось серьезное внимание в составе всего СНГ. Недавно в Баку прошел саммит министров спорта СНГ, на котором было принято, скажем так, для альпинизма историческое решение проводить чемпионат СНГ в Таджикистане на массиве на Игнопской стене, массив Замин-Карор. Это произошло в Баку, поднимались отдельные тосты за альпинизм, и мне приятно, что как бы у нас появились соревнования, действительно, которые нас будут объединять, потому что соревнования в альпинизме придумал Советский Союз. Никто никогда не соревновался в горах. Но соревноваться первыми начали мы. Я думаю, это хорошая традиция, что мы сейчас объединяемся. Кроме того, я хотел сказать, что помимо Азербайджана, у меня фокус все-таки на Россию есть, потому что большая диаспора молодых азербайджанцев растет здесь, которые родились в России, которые являются обладателями российского гражданства, гражданами этой страны, и у которых, я знаю, традиционно есть тяга к таким видам спорта, как бокс, там, футбол и так далее. Вот моя задача привлечь их внимание к альпинизму. Почему? Потому что они живут в России, а здесь родина сильнейших восходителей. И им есть на что обратить внимание. И мне будет приятно, если в составе российской команды, штурмующий новый пик по новому маршруту, будет хотя бы один азербайджанец, пусть даже этнический. Но, тем не менее, я стараюсь популяризировать это дело и здесь. Мы работаем совместно с Азербайджанской молодежной организацией России. Я надеюсь, что этот проект тоже принесет хорошее будущее.